Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. Сегодня мы посмотрим, как много ликвидировано шортовых позиций, попали ли под раздачу лонговые позиции, какие новые метрики и индикаторы сработали и в какую сторону они сигнализируют дальнейшее движение биткоина, несколько интересных новостей, экономический календарь и, конечно же, в конце посмотрим несколько графиков биткоина и других криптовалют. После того, как мы увидели большое движение наверх, многие могли подумать, что ликвидации шортовых позиций будут просто до небес, как это было, например, в октябре 2022 года. Однако этого не произошло. Да, повышенные были показатели. Я думаю, данный столбец ликвидации шортовых позиций будет намного выше, когда мы пробьем вот этот ценовой уровень, который был установлен 5 ноября, выше 21 300 долларов. Именно за этим уровнем большинство стопов ближайших и спрятано, пока мы этот уровень не обновили. Однако эти ликвидации говорят о том, что с большей вероятностью после отката движение наверх все-таки продолжится, так как деньги здесь есть что собирать. Как мы видим, ликвидации продолжают расти. Если же посмотреть на ликвидации лонговых позиций, то давно их не было в большом количестве. Все более-менее на одном уровне. Что неудивительно, больших резких распродаж не было с ноября 2022 года. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Метрика под названием «Чистая нереализованная прибыль и убыток» показывает и сигнализирует нам выход из зоны капитуляции. Приближаем вот этот небольшой участок и видим, как мы в очередной раз пробиваемся снизу наверх. Это не дает стопроцентную гарантию того, что все, мы полетели наверх, если оценивать чисто этот индикатор и по нему торговать, потому что, как вы видите, в 2022 году пробив снизу наверх был неоднократный, и это давало лишь краткосрочный ценовой отскок. Но все-таки это стоит учитывать, потому что это дает небольшой плюсик к повышению вероятности дальнейшего увеличения ценовых значений битка. Вот еще одна метрика, еще один показатель, на этот раз от WhaleMap. Здесь также показаны профиты и потери и мувинги за 7 дней. Констатируем тот факт, что на этом ценовом росте битка данные два мувинга пересекаются, тем самым сигнализируя тот факт, что произошел разворот. Но к нему также относится все то, что я сказал к предыдущей метрике. Чисто отдельно его рассматривать нельзя, но это также плюсик к увеличению вероятности. Ну и нельзя пройти мимо данного показателя, который мы периодически смотрим. Здесь показано, как закрываются те или иные позиции. И вот после большого промежутка, когда все сливали в минус, трейдеры начали закрываться в плюс. На этом большом росте тот, кто здесь набрал небольшие позиции, фиксирует свои первые профиты. Да, они небольшие, но, глядя на то, что мы видели в последние месяцы, это хотя бы плюсовые закрытия. Их становится больше, чем минусовых. То же самое мы видели и на предыдущих разворотах. Также большой промежуток по времени закрытий в минус, и на первых небольших отскоках люди начинают закрываться, не веря в дальнейший рост, фиксируя хотя бы маленькую прибыль, начинают закрываться в плюс. Это логичное поведение на развороте рынка. Индикатор под названием множество Пауэлла, Powell Multiply. Здесь он также показывает дальнейшее восходящее движение. Вышли из зоны капитуляции, из нижней вот этой отмеченной области мы давно, также несколько раз. Однако в последнее время, на последнем нашем движении биткоина, мы пробили локальный хай. То есть лои повышаются, хаи повышаются, продолжает движение данный индикатор наверх. Тем самым намекая нам, что и ценовое движение также может быть продолжено в восходящем направлении. Важно отметить рост хешрейта. Мы снова на максимумах. Если рассматривать просто этот факт, то да,
хорошо, это хорошо для дальнейшего роста биткоина, но есть такая штука, как индикатор Hash Ribbons. Он у нас снова показывает то, что нужно покупать крипту, а в частности биткоин. На нем он именно находится. Но важно отметить, что за всю историю данный индикатор всегда правильно показывал, когда нужно покупать биткоин, кроме предыдущего раза. Вот этот сигнал на покупку в августе 2022 года, и после этого мы улетели еще ниже. Вот здесь мы видим, как это было в плане цены, в районе 20 августа. Сработал сигнал, но цена сходила еще один раз на перелой. Теперь вновь мы видим сигнал на покупку. Напомню, в предыдущие разы всегда этот сигнал срабатывал и биткоин делал перехай. Получается, этот сигнал уже не стопроцентный, как было это ранее, но все-таки он остается сильным. И также я его буду учитывать при дальнейшей торговле. Раз уж мы перешли на данный экран, давайте посмотрим и обратим внимание вот на эти зеленые столбцы. Как видите, их давно не было. Последний раз мы их видели в 2021 году, а сейчас у нас на дворе уже 2023. Как всегда, обратимся к истории. Когда у нас данный показатель сменялся, кстати, забыл сказать, это же фандинг на Binance. Всякий раз, когда мы находились продолжительно. Кстати, данный индикатор почему-то не показывает всю историю. В прошлый раз он показывал вот отсюда, но неважно. Объясню на этом куске. Здесь тоже была эта же ситуация. Всякий раз, когда мы находились в нисходящем или в боковом движении, при этом вот в этой красной зоне на фандинге, после появления зеленых столбцов мы переходили в растущую фазу бычьего тренда. Так было уже на этом участке, как мы видим. Раз, два, три, 4 раза. И последний наш раз в таком мега-медвежьем цикле мы видим впервые. С декабря 2021 года практически не появлялось зеленых столбцов по фандингу. Не было его положительных значений. И сейчас мы увидели аж 3 подряд. Это также является положительным сигналом и демонстрирует тот факт, что рынок потихоньку может перевернуться и начать расти наверх. Данный индикатор сработал еще 14 января, но у меня не было возможности подойти к компьютеру и посмотреть его. Сегодня же, когда я увидел эти 3 зеленых столбца, я прям сидел и улыбался. Это просто долгожданный сигнал, который я ждал многие месяцы. Но не надо быть столь оптимистичным, потому что вот, например, Bloomberg нам показывает, что RSI находится на таких высоких значениях, которые очень похожи с FOMO. FOMO возникает тогда, когда трейдеры боятся упустить прибыль и запрыгивают в последний вагон. Со мной это не случится, так как в вагоне я уже давно сижу, но настроения на рынке в скором времени могут быть именно такими. Люди будут запрыгивать, боясь упустить выгоду, и тем самым увеличивают вероятность того, что их же и прокатят, выбьют им стопы. Вообще, если смотреть на рынок, то выглядит он достаточно оптимистично. Зеленый цвет, большие проценты роста. За 24 часа объемы также начинают подрастать. Раньше монет практически не было, которые торговались бы за 24 часа более миллиарда. Сегодня, кроме биткоина, эфириума и стейблкоинов, таких монет сразу несколько. Solana, Ripple, Decentraland и Aptos. Касательно роста, то FTX токен показывает более 50%. Биржа скоманулась. SEO этой компашки могут посадить на несколько лет. Деньги украдены и не возвращены, но люди продолжают покупать этот токен, разгоняя его цену. Что же касается процента падения, то за последние сутки данный процент не особо большой. Не более 4% падают монеты из топ-100. Посмотрим отдельно биткоин. В январе рост биткоина составляет более 26%. За последний год ни один месяц с таким процентом не был закрыт. Да и за 2021 год в последний раз мы видели процент больше только в октябре. Именно на росте в октябре 2021 года биткоин сделал последний свой перехай в истории. Пока последний. Да, январь еще не закрыт, прошло только половина всего срока в месяце, но процент выглядит достаточно пока неплохо. Посмотрим, как он будет у нас выглядеть еще через пару недель. Казалось бы, интерес к биткоину разгоняется. Многие залетают в монету и думают, что сейчас будет узумун. И не нужно вестись на этот разгон. Но согласно Google трендам, биткоин по-прежнему никому не интересен. Нужно подождать новый апдейт, но пока данный показатель находится на дне и никто не интересуется битком. Что же касается настроения, здесь также нет пока никакой жадности. Хорошо, что мы ушли из страха и экстремального страха. Вчера была даже нейтральная зона. Показатель индекса страха и жадности был равен 52. Сегодня мы снова вернулись в страх, кстати. При этом не сильно упав. То есть достаточно небольшого снижения котировок крипты, как снова страх
тут как тут. Индекс страха и жадности сегодня равен 45. Теперь перейдем к важным событиям. Вот экономический календарь на следующую неделю. В понедельник США отдыхает, никаких серьезных данных, никаких событий не выйдет. А вот среда, четверг и пятница снова в 16:30 по московскому времени порадуют повышенной волатильностью. В среду 18 января базовый индекс розничных продаж, индекс цен производителей и объем розничных продаж. Все это в 16:30. В четверг 19 января число выданных разрешений на строительство, число первичных заявок на получение пособия по безработице, как всегда по четвергам, нам огласят. Кстати говоря, прогноз здесь на повышение. А это значит, прогнозирует тот факт, что индекс доллара будет снижаться, пока именно это закладывается в данный показатель. Также в четверг будет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и запас сырой нефти 19:00, последний показатель. В пятницу одно важное событие – продажи на вторичном рынке жилья. Также важно последить. И здесь также закладывают снижение показателя, а значит меньше продаж, хуже индексу доллара. Но кроме этого экономического календаря важно отметить тот факт, что у нас сегодня стартует многодневный Всемирный экономический форум. Он пройдет с 16 по 20 января, то есть всю эту неделю. Будет множество докладчиков, будет множество тем. В канале Telegram я опубликовал ссылку, по ней можете перейти и посмотреть, кто будет докладчиком, когда и на что можно рассчитывать, потому что некоторые темы тесно связаны с криптой. Если 16 января сегодня у нас в основном это встречи, церемонии вручения, то уже с завтрашнего дня, со вторника, этих встреч такое большое количество, что спикеры в них могут повлиять на ту или иную котировку в любое время. Здесь есть и про климат, что также может быть связано с экономикой и с криптовалютами, и есть про войну в Украине. Рядом соседствуют темы про экологию, чуть позже про инвестиции. После этого могут поговорить про токенизированные экономики, снова про войну, ядерную конфронтацию и резко переключиться на культурных лидеров. В общем, множество тем, множество дней, и это продлится всю эту неделю до пятницы 20 января. Стоит отметить тот факт, что партнером Всемирного экономического форума является компания, множество этих компаний, но из криптокомпаний ранее я уже озвучивал в одном из своих видосов, это компания Ripple, вот она. На официальном сайте размещено, что компания Ripple является партнером Всемирного экономического форума, а значит они могут протуливать какую-то свою повестку и в каких-то темах они заинтересованы лично. Еще одна новость, которая, честно скажу, меня расстроила. Twitter расширил функцию демонстрации цен на криптовалюты. Да, это было предсказуемо. Раньше при вводе значка доллара и BTC или ETH показывался график криптовалюты. И тогда я подумал, что хорошо бы Twitter смог добавлять по одной монете для того, чтобы пампить их. Но нет, они упустили эту возможность и просто добавили целую пачку монет, примерно 30 штук, в функционал Твиттера. В данной новости перечисляется несколько этих монет, и среди них USDT, Binance USD, Cardano, Solana, Polygon, Litecoin, Avalanche, Uniswap, Dogecoin, Shiba Inu и другие. И так как их добавлена целая пачка, сразу их помпануть не удастся, поэтому эта новость так прошла порожняком. Да, неплохо, что внедряется такой функционал в Twitter, но на цену монет, я думаю, это не повлияло. Теперь перейдем к графикам. Биткоин у нас, как всегда, первый рассматривается. Глянем на 4 часах. Предыдущий мой прогноз был это то, что цена придет выше 20 тысяч, вот в эту зону. Сюда мы и пришли. Остановились возле верхней грани. И это может быть вполне завершением третьей волны. И будет у нас коррекция в четвертую. Однако движение у нас настолько импульсное, что вполне возможно мы увидим еще растяжение в тройке. Глобально здесь движение достаточно бычье, импульсное, объемы растут, индикатор растет. После откатов с большей вероятностью мы пойдем еще выше. Здесь можно посмотреть, куда мы можем скорректироваться. И вот у нас зона для коррекции. Это у нас 19462. Волна 4 хорошо бы, если бы не заходила за пик волны 1. То есть ниже 18380. Волна 4 не должна отпускаться. Да, есть случаи, когда это допускается, но их рассмотрим попозже, если такое произойдет. Поэтому зона у нас начинается от примерно 19,5 и заканчивается пиком волны 1. Отработавшую зону я удаляю. Здесь у нас все нормально отработало. Касательно ликвидаций, о которых я говорил в начале видео, вот этот пик мы должны преодолеть. Мы его так и не пробили, подошли прям вот вплотную, но пробития не было. Здесь очень большое количество стопов, поэтому с большей вероятностью вообще, раз уж мы подошли так близко, логичнее бы было здесь вынести эти стопы
и уже потом отправиться на коррекцию в 4-й волне. Это было бы идеально. И затем уже дальше наверх. Пока такой сценарий я вижу на биткоине. Глобально здесь ничего не изменилось. Вполне возможно, мы здесь завершили наше большое падение. И, как я говорил в своем предновогоднем видео, до лета очень большая вероятность, что крипта будет расти. Также на биткоине хотел вам показать вот такую штуку. На дневку сейчас перейду. Это у нас график биржи CME. И здесь мы видим, так как в выходные этот график не торгуется, мы образовали вот такой здоровенный гэп. Гэп — это такая штука, которая с большей вероятностью потом притягивает цену на эти значения. У нас есть два больших незакрытых гэпа наверху, то есть это туда, куда цена с большей вероятностью придет. Каких-то временных отсечек нет, но ценовые значения стоит помнить. То есть это ближайшая зона, это примерно на 27 тысяч, и чуть выше это на 34 тысячи. Именно туда притягивает как магнитом цену биткоина. И если у нас в конце дня свеча вот эта закроется, не поглотив вот этот разрыв на цене, то есть мы не упадем до 20 тысяч сегодня, и свечка дневная закроется, у нас здесь образуется гэп. А это значит, что такой же магнит у нас появится и внизу. Это неплохо и не хорошо, даже наоборот, будет понимание, куда у нас может опуститься цена, где у нас, так сказать, магнит установлен. Посмотрим эфириум, и здесь аналогичная ситуация, как мы и прогнозировали. Вот эту область, пришли к нее. Давайте перейдем на 4 часа. Волна 1, 2, волна 3 пришла в отмеченную зону, прогноз отработал. Сносим эту зону. Что сейчас можно ожидать? То же самое, что и на биткоине. Единственное, что пришли мы не вплотную к зоне, где находится большое количество стопов. На эфириуме они вот здесь, выше 1680. Но графики на биткоине и эфириуме немного другие. Если коррекция пойдет с текущих и тройка у нас завершена, то для четверки расчетная зона оптимальная находится, начиная с уровня 1430, и нижняя грань не выше, точнее не ниже пика волны 1. То есть вот она, эта зона для оптимальной коррекции. Если биткоин пойдет наверх, я думаю, эфириум также поддержит это все дело и может сходить наверх, потом вниз. Подытожу, глобально прогноз у нас наверх, локально появились факторы на коррекцию. И глянем еще несколько монет. Это у нас Solana. Давайте Solana посмотрим. Мы открывали этот график примерно 10 января, где-то в эти даты в начале года. И предполагалось снижение с целью покупки и прогнозировался рост. Рост у нас случился, однако закупиться не дали. Не пришли мы в эту зону для закупа, ну и ладно, как говорится. Главное, что цена у нас растет. Чего можно ожидать дальше на Solana? Объемы растут, индикатор растет, здесь все прекрасно пока что. При переходе на дневку видим, что мы вблизи скользящей средней 200, что может служить сопротивлением. Вполне вероятно, так это и случится. Сопротивление удержит рост, и тогда уже пойдем в коррекцию. Если удастся вам закупиться на откате Solana, стоп у нас по-прежнему за основанием вот этого импульса. И это очень похоже на заходной импульс, после коррекции которого возможен еще один как минимум импульс наверх. Его-то можно и торгануть. На данный момент оптимальная зона для коррекции находится начиная с цены 18.55 и нижняя грань 14.6. Вот эта проторговка. Неплохой уровень для того, чтобы остановить возможную коррекцию. Монета Chiliz. Ее рассматривали совсем недавно, в прошлом видео. И здесь похожая ситуация, как на Solana, где мы не смогли закупиться. Здесь я сделал отметку, что можно покупать с текущих и по возможности докупить на откате. Откат здесь также не дали, но благодаря тому, что мы закупили на небольшую сумму в текущих ценах, можно переставлять уже стоп в безубыток для того, чтобы подстраховаться от дальнейшего падения и потери, а торговать другие монеты. По всей видимости, волна 1 у нас развивается, будет еще коррекция в волне 2. Дело, конечно, ваше, вставить здесь стоп в безубыток или нет. Торгую я эту монету, я бы перевел в безубыток. Выбьет, ничего страшного, никаких потерь. А вот если мы улетим вниз, будет обидно, видя то, что у нас цена уже была в плюсе, не зафиксировав вообще ничего. И глянем еще ТВТ, Trust Wallet Token. Здесь что у нас здесь, какие отметки? Предполагалось, что мы находимся в движении, похожем на треугольник. Прогнозировался вылет наверх. В принципе, он и произошел. И снижение вниз. Снижение вниз в отмеченную зону пока не произошло, но вылет наверх произошел. Если кто-то здесь закупался, можно просто поставить также стоп в безубыток. Полетим вниз, застрахуйтесь от больших потерь. Но если рассматривать это без, например, того факта, что мы уже в позиции находимся в безубытке, просто как график, здесь он выглядит не так хорошо, как другие. Если на других графиках здесь индикатор прет наверх, то здесь вот, например, мы не перебиваем и демонстрируем здесь дивергенцию более такую
грустную, что ли. Да, мы пробили здесь скользящую 200-ку, но вот объемы падают, индикатор у нас не растет, причем движение у нас похоже пока на трояк. Предыдущее снижение похоже на импульс. Я бы эту монету сейчас обходил стороной, не очень здесь пока подтверждается рост. Здесь очень похоже на то, что был импульс. Сейчас 3 волны наверх коррекции, может быть еще один импульс вниз до уровня примерно 1.22. Поэтому, если покупали здесь, стоп я бы поставил без убыток. Если не покупали, то я бы и не покупал. Обратил внимание на другие монеты. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, на Telegram. Регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо.